Всем привет! Вы на канале Вязание крючком с Ириной Булановой. Сегодня хочу вам показать, как связать быстро елочку. Ее можно использовать для упаковки новогодних подарков, для оформления елки или оформления комнаты детской. Вяжется она быстро и легко. У нас есть у всех остатки пряжи. Я взяла зеленый и коричневый. Для начала нам нужно набрать 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я набрала 16 воздушных петель. Возвращаемся назад во вторую петлю и провязываем ряд столбиками без накида в каждую петлю. 16. У нас получится ряд из 16 петель столбиками без накида. Вот таким образом. В конце ряда мы провязываем столбик без накида. Первый ряд связан. Начало второго ряда 2 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы пропускаем. Заходим во второй и провязываем пышный столбик из 3 протяжек. 1, 2, 3. На крючке у нас 6 нитей. Мы провязываем 6 нитей одной петлей. И оставшиеся 2 петли мы провязываем одной петлей. 1 воздушная. Пропускаем одну петлю внизу, заходим в следующую и провязываем пышный столбик из 3 протяжек. 1, 2, 3. Провязали 6 нитей одной петлей, оставшиеся 2 еще петлей. У нас получилась вторая шишечка. Пышный столбик. 1 воздушная. Пропускаем одну петлю внизу, заходим в следующую и провязываем пышный столбик из 3 протяжек. На крючке 6 нитей, провязали одной петлей и оставшиеся 2 одной петлей. Третья шишечка. 1 воздушная. Пропускаем одну петлю, заходим в следующую и провязываем пышный столбик из 3 протяжек. На крючке 6 петель, провязали одной петлей и оставшиеся 2 одной петлей. Четвертая шишечка. 1 воздушная. Пропускаем одну петлю, заходим в следующую и провязываем пышный столбик. На крючке 6 петель, 6 нитей, провязываем одной петлей и оставшиеся 2 еще одной петлей. 1 воздушная. Пропускаем одну петлю, заходим в следующую и провязываем пышный столбик из 3 протяжек. Провязываем 6 нитей одной петлей и оставшиеся 2 петли одной петлей. 1 воздушная, и в конце ряда мы заходим в последнюю петлю ряда и провязываем столбик с накидом 1. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда 2 воздушные петли, переворачиваем работу и теперь работаем только с арочками, которые находятся между пышными столбиками. Мы заходим, первую арочку мы пропускаем, заходим во вторую и провязываем пышный столбик. 6 нитей провязали одной петлей, 2 оставшиеся одной петлей. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку, провязываем пышный столбик из 3 протяжек. Провязываем 6 нитей одной петлей и 2 петли на крючке провязываем одной петлей. 1 воздушная. Заходим в следующую и вяжем пышный столбик. 6 нитей провязали одной петлей, 2 воздушные. Не 2 воздушные, а 2 петли вместе. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку, провязываем пышный столбик из 3 нитей.
6 нитей провязываем одной петлей и 2 петли одной петлей. У нас получается в шахматном порядке: 1 воздушная, заходим в следующую арочку, провязываем пышный столбик из 6 протяжек, провязываем 6 нитей вместе, 2 петли вместе, 1 воздушная, в конце ряда в первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом 1. Мы связали третий ряд, 2 воздушные, поворачиваем работу, первую арочку пропускаем, заходим во вторую и провязываем пышный столбик. 6 нитей вместе одной петлей и 2 петли на крючке одной петлей, 1 воздушная, заходим в следующую арочку, провязываем пышный столбик из 3 протяжек, 6 нитей вместе одной петлей, 2 петли на крючке одной петлей провязываем, 1 воздушная, заходим в следующую арочку, провязываем пышный столбик, 6 нитей провязываем одной петлей и 2 петли вместе, 1 воздушная, заходим в следующую, провязываем пышный столбик, 6 нитей провязываем одной петлей и 2 петли вместе. В конце ряда провязываем столбик с накидом в первую петлю подъема. Мы с вами связали 4-й ряд. У нас получается, что елочка подходит к своему завершению. У нас получается треугольник. 2 воздушные, переворачиваем работу, первую арочку пропускаем, заходим во вторую и провязываем столбик из 3 протяжек. 6 нитей провязываем одной петлей и 2 петли одной петлей, 1 воздушная, заходим в следующую арочку и провязываем пышный столбик. Провязываем 6 нитей одной петлей, 2 петли вместе, 1 воздушная, заходим в следующую арочку, провязываем пышный столбик, 6 нитей вместе и 2 петли на крючке вместе, 1 воздушная, в конце ряда в первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом 1, 2 воздушные, и мы начинаем вязать 6-й ряд. Первую арочку пропускаем, заходим во вторую и провязываем пышный столбик из 3 протяжек. 6 нитей одной петлей, 2 петли вместе, 1 воздушная. Заходим в следующую арочку, провязываем пышный столбик, 6 нитей вместе и 2 петли вместе, 1 воздушная. В конце ряда в первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Получается вот такая красота. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы вяжем 7-й ряд. 2 воздушные. Поворачиваем работу. Первую арочку пропускаем, заходим во вторую и провязываем пышный столбик из 3 протяжек. 6 нитей вместе, 2 петли вместе, 1 воздушная. В конце ряда в первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали 7-й ряд. Теперь нам надо связать макушку. Мы делаем 2 петли воздушные, поворачиваем работу, заходим в первую, пропускаем пышный столбик, заходим в первую петлю подъема и провязываем полустолбик. Связали. Отрезаем ниточку. Этот цвет мы убираем. Затягиваем нить. Берем крючок поменьше и прячем ниточку. Крючок маленький размером, так легче заходить в петельки.
И здесь то же самое. Мы заходим в петельки, вытягиваем, захватываем ниточку и уводим ее в основание полотна. Остаточки мы отрезаем. Такой у нас получился треугольник. И это еще не елочка. Берем нить другого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы заходим, вымеряем середину. У нас получается 2 центральных пышных столбика. Из 6 2 центральных. Это 3 и 4. Берем крючок, заходим до или между 2 и 3 столбиком и привязываем нить другого цвета. Теперь нам надо зайти в следующую петлю, провязать столбик без накида, в следующую петлю, над столбиком пышным провязать. Это у нас 4. И между 4 и 5 столбиком мы провязываем столбик без накида. У меня получилось 5 столбиков без накида. 1 воздушная. Переворачиваем работу. И провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 1 воздушная. Поворачиваем работу и провязываем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 1 воздушная. Обрезаем ниточку. Берем крючок поменьше и заходим в петельки предыдущего ряда и прячем нить. Остатки обрезаем. У меня получилась вот такая елочка. Все легко и просто. Если мы вешаем елочку на новогоднюю красавицу, на новогоднюю елку, то нужно сделать петельку. Мы берем либо нить цвета ствола, либо нить цвета елки. Но можно брать любую абсолютно. Складываем нить пополам, завязываем ее на конце узелочком, обрезаем остатки, они нам не нужны. Берем крючок поменьше, заходим в макушку нашей елочки, вытягиваем нить и закрепляем ниточку на макушку елки. Такая красивая елочка у меня получилась. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. До новых встреч, а всем пока-пока.